Внимание! Внимание! Последний час! Меня зовут Эдуард. Я обыкновенный израильский гид. Мы начинаем серию встреч с моими коллегами. Все это делается для вас, дорогие наши туристы. Смотрите и решайте, какой гид именно ваш. Брухим абаим ля Исраэль! Добро пожаловать в Израиль! Сегодня на наш ковер, на наш коврик бесстрашно принял вызов легендарный гид всех времен и народов, прекрасный человек, прекрасный товарищ и друг, израильский гид Сурен Карпетов. Итак, Сурен, мы уж так с самого начала и заполняем анкету. Где, когда, ну и если в курсе, как там капуста, аист, ты родился. Ясно. Родился я в Беларуси 3 декабря 1971 года. С днем рождения! Да, спасибо. Пометим, что съемка проходит 3 декабря. Да, огромное спасибо. Закончил там школу среднюю, отучился год в политехническом институте и ушел в военное училище. В каком городе? Барановичи, Брестская область. Да, такой столичный город почти. Да. Закончил танковое училище, так что по первому образованию офицер-танкист. Ага. Еще где-то лет 6 отслужил в вооруженных силах Белоруссии уже независимой. Ну а после этого одновременно еще учился в юридическом университете, получил, можно сказать, диплом адвоката. И в конце концов собрался и уехал в Израиль в 2000 году. В 2001. В 2001 ты приехал в Израиль. Относительно как бы недавно. Да, сравнительно. Хорошо. Значит, офицер-танкист, юрист. В 2001 году ты приезжаешь в Израиль. А как ты дошел до жизни такой? Как ты стал гидом? Это очень сложный процесс. Начнем с того, что там еще в Беларуси и в Украине я работал в Сахнуте. Это еврейское агентство, которое стимулировало евреев приезжать в Израиль. Как я всегда шутил, родину продавал. Оптом и в розницу. Историческую. И там как бы уже начал знакомиться с историей, с географией. В 98 году я попал сюда на семинар по работе и познакомился с замечательным гидом Исаией, который просто влюбил меня в эту страну, влюбил в Иерусалим. И чуть позже я прочитал книгу Зеева Ганди, нашего, Рахавама Зееви, извиняюсь за ошибку, Рахавама Зееви Ганди, после которой я понял, что я жутко завидую этому человеку. В чем я ему завидую? Потому что это человек, который с Танахом и компасом прошел весь наш Израиль, с ним здоровалась каждая муха, он знал каждый камень, каждый листок. И я тогда подумал, какое же это удовольствие, какое же это достижение знать эту страну от А до Я. И у меня была просто белая зависть. Но, правда, гидом я стал не сразу. Мой послужной список здесь уже в Израиле это не 2-3 листочка, как у некоторых, а там хорошее такое полное собрание сочинений. Произошло то, что должно было произойти. Я всегда говорю, что в Израиле не бывает случайностей, есть закономерности. Я работал в охране в Хайском университете. И во время дождя ко мне забежал человек, который был ответственен за запись на курсы экскурсоводов, гидов при Хайской школе туризма. 2 слова поговорили, и я решил, все, я хочу. Как раз нашлись деньги в тот момент. В общем, все звезды сошлись, я поступил на этот курс. Когда я поступал на курс, иврит у меня был, скажем так, уличного уровня. И наш преподаватель, в последующем мой координатор, Йоня, сказал мне, говорит, пойми, курс очень сложный, его не все местнорожденные проходят и заканчивают. Как ты думаешь с твоим ивритом? Я сказал, Йоня, ты мне дал еще один стимул, закончить лучше, чем рожденные в Израиле. Не буду хвастаться, так и произошло. Вошел в 10-ку, в 5-ку лучших по курсу, и вот с тех пор занимаюсь этой не только профессией, это хобби, которое превратилось в профессию. Для меня это так. Да. Скажем, как мы шутим, евреи любят поговорить, да еще за это деньги платят. Да, это уже прекрасное хобби. Хорошо, тогда идем дальше. Как у гида
или как у человека? Какое у тебя здесь самое сокровенное место? Ну, наверное, все-таки Иерусалим, старый город. Это место, которое я очень люблю. Я надеюсь, что Иерусалим не отвечает взаимностью. Я всегда на своих экскурсиях говорю: ребята, не важно, как вы относитесь к Иерусалиму. Главное, как Иерусалим принимает вас. Потому что есть люди, которые приходят в город: вау, как здесь все красиво, как все здорово, святые места, выходят из города, страшная головная боль, депрессивное состояние. Ребята, вас Иерусалим не принял. Этому городу слишком много лет, он видел слишком многих. Здесь пролилось море крови, здесь возносились миллиарды молитв. У него есть своя душа. И если он вас принимает, это живое существо, если он вас принимает, он вас примет. Если нет, то нет. Мне Иерусалим очень помогает. Я ни разу не сбился с маршрута. Всегда находил все те места, в которых даже практически никогда не бывал. Он показывает, он подсказывает, он ведет. И это город, который, безмерен, безграничен. Принимается. Хорошо. Тогда вопрос такого плана. А зачем нужен гид в этой стране? Особенно в наши дни, когда в кармане окно к информации всего мира. Я могу сказать так. Человеческий фактор еще, во-первых, никто не отменял. А кроме того, сухая информация, она и остается сухой информацией. Главное, все-таки в работе гида, я считаю, на мой взгляд, это передать ощущения, это передать эмоции, которые ты сам испытываешь, передать те чувства, которые вызывает тот или иной объект. Я не говорю уже про Иерусалим, я говорю вообще. И на своих экскурсиях я всегда говорю так: меня в свое время влюбили в эту страну. И если я сумел вам на своей экскурсии передать хоть маленькую часть этой любви, это значит, что я отдаю свой долг. Я считаю, что к Израилю в целом нельзя относиться равнодушно. Он не дает к себе этого отношения. И наша задача, как гидов, на мой взгляд, еще раз, может быть, коллеги не согласятся, это все-таки не только показать, посмотрите налево, посмотрите направо, а передать тот эмоциональный фон, который есть в этой стране. А он действительно невероятен. Я немножко попутешествовал по миру и могу сказать одно. Та энергетика, которая есть у нас, ни один Google, ни одна Википедия, ни один справочник не в силах этого передать. Это надо чувствовать. И для того, чтобы это почувствовать, нужен проводник. Нужен тот, который передаст тебе эту энергию. Тот, который сумеет тебе открыть глаза на то, что ты смотришь, но не видишь. Ведь это тоже немаловажно. А у нас под каждым камнем история. Главное только про этот камень правильно рассказать, дать понять, почему он именно здесь лежит и почему он так выглядит. И это очень важно, это очень серьезно. Не дать мимо этого камня пройти. Совершенно верно. Совершенно верно. Что легко здесь можно сделать. Абсолютно. Без гида. Абсолютно. Хорошо, принимается. Почему бы нет? Хочется тебя попытать слева и справа. Нет, помимо прямой, как говорится, профессии, чем ты увлекаешься? Поднимаешься в горы, спускаешься под воду. Что тебя занимает в этой жизни? Честно говоря, особых каких-то увлечений у меня такого вот плана не существует. Самое большое мое увлечение, наверное, это книги. Читать я люблю, я читать научился в 3 года, и с тех пор я без книги практически не существую, что очень тяжело сейчас передать новому поколению. У меня сын не очень любит это все дело, больше интернет, больше много букв, совершенно верно. Вот он у меня недавно был просто поражен, когда он увидел у меня этот огромнейший том энциклопедия Иерусалима. Говорит: папа, неужели ты все это прочитал? Я говорю: почти, там осталось пару страничек. Так что читать я очень люблю, и это самое, может быть, большое мое увлечение. И люблю все обыкновенные земные радости жизни. Хорошо поесть, иногда пропустить рюмочку. Принимается. В общем, собственно говоря, вот так. Еще есть одна страсть. Обожаю водить машину. Это для меня лучший отдых. Хорошо, мальчишки игрушки не меняют. Это меняются только цены на эти игрушки. Это точно. Я все-таки тебя хочу попытать еще немножко слева и справа. Потому что знаю кое-что и знаю понаслышке. А ты сейчас расскажешь это конкретно. А что тебя по сей день связывает с армией? Что это за штуки такие? Ты вечно пропадаешь в армии. Начнем с того, что, скажем так, армейскую службу в свое время я еще выбрал в Советском Союзе, сразу после школы определился с тем, что я хочу служить в армии, хочу быть офицером. Так что, можно сказать, с 17 лет, с августа 89-го, я рассматриваю свою гражданскую жизнь как долгосрочный отпуск от армейской службы.
Когда я приехал в Израиль, первым делом то, что я сделал, это я побежал в призывную комиссию и потребовал, чтобы меня срочно призвали в армию, потому что шла интифада, было как раз это вот период, когда оказались у нас, многие отказались служить в армии во время этой интифады, и я попросил, чтобы меня призвали. Призвали просто вместо них. 7 раз я писал заявление, 7 раз меня отправляли домой. В конце концов, была такая организация из выходцев Советского Союза, бывших офицеров, бывших военнослужащих разных спецподразделений, которая называлась «Батальон Алия». И вот посредством этого батальона Алия, я был представителем на севере, главным как бы релочком, мы добились приема у министра обороны, и с 2003 года, приняв израильскую присягу, я каждый год отправляюсь в армию, и для меня это, дом родной, можно сказать. Это не только отдых от семьи, как многие говорят, отдых от семьи, смена... Нет, это для меня не это военная нормально. тайна, Сувен. А чем ты там занимаешься каждый год? Разные вообще у нас есть мероприятия. Мы принимаем участие и в охране поселений, и в охране территорий, так скажем, палестинской автономии, там, где находятся еврейские какие-то поселения, еврейские дороги. Принимал участие во Второй Ливанской войне, в последней операции в Газе, Цукайтан, которая называлась. То есть разная служба, в основном пехотные подразделения, легкое пехотное подразделение. Сегодня мы воюем с другим противником. Это не Хизбалла, не Хамас. Это то, что называется коронавирус. И вот уже 2-й месяц нахожусь сейчас на резервистских сборах. Вот иногда есть какое-то свободное время куда-то вырваться. Практически каждый день обеспечиваем оперативную доставку вот этих проб, которые берут у населения, для того, чтобы каким-то образом уменьшить степень заражаемости, ранняя диагностика и так далее. Я скажу, что те ребята, с кем я работаю, это, конечно, делают невероятную, святую работу, и я очень горжусь, что я попал в эту систему, как бы вот именно борьбы с коронавирусом. Я думаю, что немалая доля заслуги в том, что Израиль довольно-таки спокойно проходит все эти волны. Она заключается и в том, что делает армия. То есть это вот армейская заслуга. Хорошо, понимается. Давайте попытаем тогда немножко в таких направлениях. А в музыке ты где? Ты исполняешь что-нибудь? Или как слушатель, какие у тебя предпочтения? Из музыкальных инструментов я играю только на нервах. Вот. А вообще петь любил когда-то. И не только в душе. В молодости даже там когда-то приз получил какое-то за пение. Музыка, которую я люблю, в основном это рок-н-ролл. Классический рок-н-ролл, Элвис Пресли и все остальное, все, что с этим связано. Битлз, опять-таки, из отечественных, тамошних отечественных исполнителей. Это, конечно, «Машина времени», это Гарик Сукачев, это ДДТ. Здесь мне очень нравится Арик Эйнштейн, Шломо Арци. То есть, вот такое вот роковое направление, рок-поп, рок-блюз, вот такие вот вещи. Понимается. Скажи, а в изобразительном искусстве, может, что-то сам? И если нет, то в какой музей побежишь первый? Вот супруга меня все время подбивает на это дело, мол, давай что-нибудь нарисуй. Ты ж так классно рисуешь. Рисую-то я, может, и не классно, не знаю, но могу, во всяком случае, карандаш держать в руках. Из искусства, что мне нравится, особое впечатление на меня произвела последняя выставка Рено Магрита. Это, можно сказать, отец сюрреализма, которая проходила в Кейсарии. Я, как это сегодня говорят, просто завис перед его картинами, особенно перед теми, где изображена вот эта империя света, целый цикл его картин. Это было что-то потрясающее, то есть ощущение полного погружения, ухода туда. Вот это вот, наверное, самое главное, то, что мне нравится в искусстве, это вот именно Рено Магрит, сюрреализм, хотя, конечно, и классическое изобразительное тоже. Я не могу сказать, что я очень сильно в этом всем разбираюсь, но, во всяком случае, когда на экскурсиях рассказываю, люди считают меня искусствоведом, как будто я закончил что-то такое. Вот так. Понятно. Принимается прекрасно, просто прекрасно. Хорошо, помимо того, что тебя все-таки как-то отвлекает армия от тяжелых мыслей, как все-таки ты переживаешь как гид эти не к ночи помянутые коронавирусные времена? Вообще, конечно, сложно. Конечно, сложно. Весна очень сильно ударила, весенний карантин. Просто было огромное количество отмен экскурсий. Я даже не буду называть цифры, мне самому страшно, сколько пришлось рабочих дней отменить. Летом немножечко подышали, там пару экскурсий, когда можно было разрешено, там провел. Сейчас осенью опять. Очень сложно. Довольно-таки сложно. Хотя заказы есть, люди надеются на лучшее, оптимисты продолжают писать, когда уже наконец пойдем, все, ждем. Ребята, не от меня зависит. Скажи, рано или поздно это закончится. И вот вопрос такого склада.
Как ты считаешь, когда семья сомневается, брать им своих маленьких детей с собой, то есть ехать сюда всей семьей, или все-таки лучше только взрослым? Как гид, что ты им посоветуешь? Ну, во-первых, надо смотреть на самих детей. То есть нельзя здесь сказать однозначно, потому что есть дети в 5-7 лет, которые невероятно внимательно слушают и делают выводы, которые не каждому взрослому под силу, как говорится. То есть все зависит от детей в первую очередь. С другой стороны, я хочу сказать так, что детские впечатления, они остаются на всю жизнь. И во многом формируют личность. И если люди, скажем так, хотят показать детям действительно эту страну, стоит брать их с собой. Может быть, это будет нелегко. Мы, как гиды, принимаем это во внимание и стараемся, конечно же, где-то взять во внимание то, что это ребенок, что тяжело с ним где-то находиться и так далее, где-то сократить, где-то уменьшить, где-то, чтобы не слишком тяжело ходить было. Но опять-таки мы даем всю возможность. Я считаю, что нужно. У меня был невероятный случай, когда 5-летний ребенок после моего рассказа про Хромовую гору, абсолютно русский ребенок из православной семьи, из России, посмотрел на меня после всего этого рассказа и говорит: ну что, там уже пора строить наш храм. Родители зависли, я тем более завис, говорю: подожди, стой, а какой храм? Он говорит: ну какой? Говорит: наш, говорит, еврейский. И вот это было, конечно, жуткое потрясение для меня и для его родителей, что православный ребенок наш еврейский храм должен строить на Хромовой горе. Ну, да видишь как. Так что дети нужны. Принимается. Надо ехать всей семьей. Надо ехать. Принимается. Ну что, хочу только одного пожелать тебе. Такого же оптимизма. Еще раз с днем рождения. Спасибо. С днюхой тебя. Значит, не унывать. И, конечно, чтобы быстрее это все нас покинуло. Больше хороших туристов. Спасибо. Спасибо, Эдя.